Всем привет, друзья! Сегодня незапланированный видосик, и будет он про игру Калибр. Черт меня дернул в нее поиграть, и это не обзор, а мое личное мнение. Погнали! Вчера, ребят, случайно увидел рекламу такого онлайн-шутера Калибр от компании Wargaming. Вот, и что-то мне не спалось, и я решил поиграть в него, заодно поставил запись, зачем поставил, сам не знаю. И в итоге вот родилась идея вот внепланово снять такой видос. На самом деле реально не планировал и не хотел снимать. Так как вы знаете, что люблю я играть сейчас в игру Squad, раньше любил Арму, ну и сейчас не менее люблю Арму, но с Армой данную игру я вообще сравнивать не буду, а вот со Сквадом я сейчас попробую немножечко данную игру сравнить. И да, это абсолютно не обзор игры, это вот, скажем так, мое личное мнение, как я вижу данную игру для себя, и не обязательно это мнение будет совпадать с вашим мнением или мнением других игроков. В общем, вчера я его поставил и решил поиграть, типа вот тактический шутер, там реалистичность, все дела, там реалистичные персонажи. Короче, приходи к нам, играй, будет тебе кайф. Было сказано в рекламе, когда я ее увидел. То есть, ну, для себя я ее так расшифровал, скажем так. И черт меня дернул поставить эту игру. Во-первых, там 10 гигов на жестком диске занят. Во-вторых, как бы вспомнил свой аккаунт от Wargaming. Ну, это плюс, как бы я хотя бы вспомнил, как войти в свой аккаунт. Посмотрел, что у меня там в танках 2 с лишним миллиона серебра висит. Правда, нету золота и нет ничего другого. Правда, и в танках-то я уже не был кучу лет на самом деле. Так вот, не про танки и не про Wargaming, а про Калибр. Ребят, ну, это вот для меня это тихий ужас. Честное слово. Вроде бы как тактический шутер. Я понимаю, я прекрасно знал, что это картошка, и ждать от нее каких-то механик, не характерных для картохи, в принципе, и не стоит. Но когда я начал играть, я просто офигел. Первое, что меня смутило, это то, что хедшот, так называемый в игровой части, ну, а точнее попадание просто в голову, не убивает. Оно наносит больше урон, ребят, но оно не убивает. То есть ты можешь голову выстрелить 3 раза. Играл я за медика, кстати. Многие знают, с кем я часто общаюсь, что в скваде, например, я действительно очень люблю играть за класс медика. И здесь не стало исключением. Есть выбор, собственно, штурмовик, поддержка здесь, пулеметчик, медик и снайпер. Вот и в плане снайпера я даже не понял, зачем он здесь на самом деле нужен. Вот. По играм, то есть в плане, скажем так, игры и режимов игры, обучение прошел, оно есть, полезное, как бы стоит пройти точнее любому человеку, занимает оно немного времени. В общем, проходишь, там тебе еще плюшек каких-то отсыпают, ну и хотя бы знаешь базовые механики игры, то есть где что нажать, где как происходит и вообще что и зачем движется, скажем так. Потом у вас начинаются бои с ботами. Вы вчетвером, 4 живых человека, толпой мочите ботов. И дальше открываются у нас уже бои с людьми 4 на 4. А после еще и спецоперации, там опять же с ботами, но тяжелее, чем просто вот война с ботами, зачистка так называемая. Ребят, ну, я просто офигел от механики, вот, в частности медика. Медик подбегает, поднимает, это понятно, все нормально. То есть там отдельно подбегаешь, стоишь, ждешь, он поднимает, там ставит укол после ранения, а потом ты его лечишь. А для того, чтобы полечить, тебе нужно, чтобы у тебя была выносливость, которая не восстанавливает практически в процессе игры. Она требуется для бега и требуется медику зачем-то для лечения. Зачем медику для лечения выносливость? Вот это вопрос. Во-вторых, лечение происходит как? Тебе не обязательно постоянно находиться рядом с человеком. Ты нажал кнопочку Q, пошло лечение, и ты можешь уже определенным образом отбегать. Ну, короче, ребят, это полный пиздец, извиняюсь за выражение, как бы сегодня, может быть, будут такие, но я не понял данные механики. Вот абсолютно, это просто убийство класса медика вот из сквада. Я говорю, я сравниваю со сквадом. Что делает медик в скваде, что делает медик здесь. Во-вторых, оружие медика.
Ну, а так как я играл на резервах, а не на определенных там оперативников, часть из них можно купить за игровую валюту, часть, как говорится, за донат. Игра же у нас условно free-to-play. Притом условно как, если ты хочешь быстро качаться, купи премиум аккаунт. Премиум аккаунт на 3 месяца стоит 550 рублей. Добиваешь еще, грубо говоря, 2 месяца премиум аккаунта и покупаешь себе сквад. Где, блин, намного интереснее играть, где больше людей одновременно, где есть куда побежать, а не туннельные карты. Здесь туннельная карта, блин, в скваде у тебя есть возможности для фланговых обходов, для захода с тыла, пожалуйста. Здесь же этого нет. Во-вторых, как бы карты маленькие. Откровенно маленькие, они туннельные. Вот как вот Wargaming начал в свое время делать в танках, чтобы это были там с 2-3 направлениями карты, так и здесь. Здесь 2-3 направления, которые ты контролишь, и, в принципе, если ты более-менее нормально стреляешь, то ваша команда 100% победит. Но, блин, и опять же, вот я говорю, урон оружием. Вот я бегал с Ксюхой, Аксу 74, да, грубо говоря, Ксюха. Старая добрая Ксюха, в армии Ксюха, в скваде Ксюха, везде Ксюха. Но, блин, бои происходят на дистанции в основном до 100 метров. Ну, реально до 100 метров. И Ксюха на 100 метрах не дамажит. Ребят, ну, эффективная дальность ведения стрельбы Ксюхой намного больше, чем 100 метров. Ну, может и не намного, но больше, чем 100 метров. А тут ты уже не дамажишь. Просто не дамажишь. Патроны — это отдельная тема, ребят. Прекрасно, все сделано. Патроны кончаются, при замене магазина магазин там не восполняется, и у тебя реально там 10 раз поменял, у тебя просто в одном 5, 10, 15 там патронов, и ты их между собой меняешь. Отлично. Это хорошо, это мне понравилось. Но чтобы пополнить патроны, ты должен подбежать к ящику, просто пополняешься. Ну ладно, все хорошо. Но ящик потом не действует против игроков, если 15 минут, если против ботов, по-моему, 5 минут. И никакой мини-карты, эти ящики раскиданы, конечно, везде, но, блин, ребят, вам нужно подбежать, взять этот ящик и потом бегать. Если у вас закончились патроны, то все, вы просто смотрите. Нету ни ближнего боя, то есть ты даже ножом не можешь защищаться. Нет, ты просто, как знаете, мишень в тире или там, я не знаю, мишень на охоте, то есть как жертва бегаешь, и ты ничего не сделаешь. И никто тебе патроны скинуть не может точно так же. Нету класса, который таскает с собой патроны и может их спокойно скинуть по умолчанию. Нету. Второе, зачем здесь снайперы? Реально, карты маленькие, в основном закрытые, ну как в основном, мне в основном попадались закрытые, есть и открытые карты. Но, блин, там негде снайперу стрелять. Да, у него повышенный урон, дамаг точнее, все в порядке. Но, блин, нафига здесь снайпер? Вот пулеметчики, да, здесь еще более-менее, тем более они здесь выступают как танки, которые отвлекают на себя огонь, они более бронированные, типа. Хотя как более бронированные, но вот в базе, когда ты играешь оперативником-рекрутом, у тебя даже броника визуально, по крайней мере, нету. Но у тебя есть полоса бронежилета, ребят. Вот такие дела. Когда тебя убивают, сначала тебя ранят. Так же, как вот в скваде, например, да, действительно хорошая вот механика, она мне нравится. То есть тебя ранили, у тебя здесь есть еще 10 секунд в калибре, чтобы ты отполз куда-то за препятствие, тебя подняли и отхилили. Но, блин, это что вообще такое, что нужно прибегать, чтобы убить его, нужно добивать. И тут, во время добивания, ребят, то есть с оружия вы не можете добить, нужно подбежать к врагу, нажать клавишу, и тут он ножом его добьет. То есть нож у вас есть, но использовать в другие времена, кроме как добивания противника, вы его просто не можете. Что за нафиг-то, а? Ну вот реально, я не знаю, я не планировал делать этот видос, и это не является обзором, это просто мое мнение. Вот, пожалуйста, сравните со сквадом, который не бесплатный, но вы его покупаете, он остается у вас навсегда. Здесь же псевдо фри-то-плей игра, потому что все равно направлена на то, что вы когда-нибудь купите према, купите оперативника, потому что часть оперативников нужно как бы покупать за валюту. Часть оперативников, которые покупаются за игровую валюту, а не за реальную валюту, их нужно качать. Чтобы их качать, это нужен премиум аккаунт, там добавляются плюшки, у вас там лучшая стабилизация, там гранаты появляются, подствольные гранатометы. Это все качается, и для этого вас все равно как бы подталкивает к тому, чтобы вы забашляли определенную сумму. И, как мы знаем, зачастую во фри-то-плей играх люди тратят больше денег, чем в платных играх.
Вот. И это не является рекламой сквада, но просто сквад мне нравится. Действительно, это интересная игра. Там действительно реалистичные модели, я не знаю, ну кого, оперативников, операторов. Операторов, давайте так назовем. Действительно, там есть техника, здесь техники нету. Да, здесь ломаются препятствия. Чего, кстати, зачастую нету в скваде. Здесь некоторые препятствия можно ломать. Но их ломать можно тоже, когда у вас появляется гранатомет, например. Так что, ребят, вот мое мнение, как бы... Да еще и вчетвером всего играешь, и от команды все напрямую зависит, кто как побежит, кто куда, кто где. Я вот несколько раз просто занимал первое место, играя резервным медиком, при том, что народ играл более опытно здесь. И я не являюсь каким-то киберспортсменом, я не являюсь там охрененным стрелком или еще чем-то. Нет, я достаточно на самом деле посредственный игрок, и я люблю играть за медика, потому что мне нравится такой геймплей, в частности. Вот периодически я люблю играть за медика, периодически там за пулеметчика поиграть. Но часто люблю играть реально за медика, и здесь я выбрал медик. Но вот эта вот штука в том плане, что когда ты лечишь человека, у тебя тратится выносливость, она не восстанавливается, и в какой-то момент ты уже не можешь лечить своих сокомандников, с одной стороны, это правильно, то есть это ограничение по количеству лечения. Но сделайте вы это ограничение количеством аптечек, например, которые можно пополнять, когда ты перезаряжаешься. Они непонятно как привязаны к этому, выносливостью. Ну вот что вот это такое? И, ребят, это не хейт игры, там бета, все дела, я, конечно, понимаю, недавно вышло, может быть, там мало контентов, но карт, кстати, реально мало. Карт реально мало, то есть вот в нарезке вы можете увидеть, в принципе, который идет на фоне, что карт действительно не очень много. Посмотрим, что будет дальше, но лично я как бы сейчас уже удалил эту игру, играть в нее не планирую. Все-таки как бы слишком это все похоже на танки и, возможно... как бы сказать-то, ну, вот эта полоса над головами, подсвечивание врагов через стены для всех, это тоже не мое, как бы все враги с метками, если их кто-то увидел, ну, тоже не то, то есть в скваде вот мне нравится тем, что как бы ты реально высматривал, и у тебя есть где высматривать, здесь ты не можешь высматривать, и то командный шутер. Да, один фри-то-плейный калибр, второй стоит 1000 рублей. Но, блин, за 1000 рублей намного более интересный геймплей в плане тактик, в плане там вариантов классов, в плане техники. И, ребят, он тоже не дико быстрый зачастую. То есть там каждый может найти себе вариант, как поиграть даже не быстро. Здесь же достаточно, конечно, все медленно, кроме моментов перестрелок. Но и иногда ты первый увидел, начал стрелять, все нормально, но, блин, ты с Ксюхой, он с пулеметом, он разворачивается, а ты по нему уже сделал 5-6 попаданий, или там 2 попадания в голову, но ему еще нужно еще одно. Он разворачивается и с пулемета тебя ложит, ну, потому что у пулемета дамаг просто больше, действительно. Тут никто не спорит, 7,62 против 5,45, тот же самый. Скажем, все, на этом как бы я даже помолчал специально, это была такая... драматическая пауза, ребят. На этом я, наверное, закончу и скажу так, ребят, ну, я в него точно не вернусь, как вы смотрите сами. Это не обзор, это вот просто резко так захотелось спонтанно рассказать вам от себя про эту игру. Точнее, не то, чтобы рассказать, а просто офигеть от этой игры немножечко и от того, как она сделана. Я понимаю, может быть, я не вхожу в категорию просто людей, целевой аудитории этой игры, потому что я люблю там под реалистичность хоть что-то немножечко. Но здесь как бы реалистичные операторы. Вот я из-за этого сюда и пришел. Я увидел реалистичных операторов, динамичные там бои, и говорят, там командная работа, которая, по сути, там командная работа сводится к тому, что там кто-то кого-то там периодически прикрывает, а медик бегает между всеми, поднимает и лечит. Вот и все. Притом как бегает? Не бегает, ходит. То есть нельзя бегать, прямо бегать, потому что у тебя кончится выносливость, и она не восстановится. Вот и все. Ребят, на этом все. Это спонтанное видео, без сценария, без какой-либо подготовки. Вот просто я сейчас сел, наговорил и сделаю видеоряд из того, что записал. Точнее, вы его уже видите, я его уже сделал. На момент записи голоса его еще не было.
На этом все. В очередной раз попрошу как бы вас писать в комментариях ваши отношения к этим играм, к скваду, например, и к калибру, или какой шутер будет для вас самым интересным, какой шутер вы действительно любите, нравятся ли вам реалистичные, либо аркадные шутеры. Жду это все в комментариях. Ну и как всегда я попрошу вас поставить лайкос для того, чтобы я понял, что вы со мной. Дизлайкос, если вам, ну, нравится калибр, например, и я сказал что-то неправильно, также пишите в комментариях. Лайкос, если моя точка зрения как-то немножко совпадает с вами. Не забываем подписываться на канал. И до новых встреч. С вами, как всегда, был Агарис. Все, лучше закончить.